Сильнейший обстрел с момента начала полномасштабной войны. Множество разрушений, есть погибшие. Необычный комментарий Трампа. Россия за 1 секунду потеряла 85 миллионов долларов. Изящная операция ВСУ. Производство дронов против РФ прямо под носом у Путина. Унизительный щелчок по носу Кремлю. Казахстан сближается с НАТО, Россию окружают со всех сторон. Все рушится. Самая богатая нефтекомпания, символ валютной стабильности РФ, уволила 3000 сотрудников и стала убыточной. Маск срочно удалил свой твит про Трампа. Информационная бомба разрывается. Грандиозный скандал назревает в США. На кону отголоски, которые услышит весь мир. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Вместо переговоров удары по гражданским. Более 50 взрывов за ночь. Харьков под самым жестоким ударом за все время полномасштабной войны. Оккупанты устроили ад под небом Харькова, атаковав город 50 шахедов, 4 авиабомбами и ракетой. Разнесло жилые многоэтажки, университет, частные дома и завод. Погибли 3. Среди 21 раненого 1,5-месячный младенец и 14-летняя девочка. Здесь была дочка моя, была в той комнате. Я не слышала взрыва, просто какой-то трошки щелчок и все. Я открыла дверь и там сумма. Мэр города назвал атаку самой массированной за все время войны. И пока мир говорит о переговорах, Кремль разговаривает смертельными дронами над мирными городами. Под завалами спасатели нашли выжившую женщину. Як ви почуваєтесь? Лучше, чем под Киевом. Россия продолжает терроризировать мирные украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Вони ж вибухали десь в Київському районі. Ми ще чекали, а потім вони почали ближче гудіти. І вже коли прямо над домом ми собак і котів і в коридор просто сховались за стінкою, пригнулись, ну і воно шарах. Сами виноваты, считает Дональд Трамп. Президент США заявил, что Украина сама спровоцировала массированный обстрел со стороны России, проведя операцию «Паутина» против российских военных аэродромов, с которых бомбят украинские города. Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал, вот и все, теперь будет удар. Все это на фоне масштабного удара России по Украине, где оккупанты использовали 400 дронов и 40 ракет, 3 погибли, десятки ранены. Трамп также отметил, что надеется на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта и выразил обеспокоенность возможным переходом к ядерному противостоянию. Ранее он сравнивал войну между Россией и Украиной с дракой на детской площадке, заявляя, что иногда лучше позволить сторонам пободаться. На вопрос о возможном ужесточении санкций в отношении Кремля Трамп ответил уклончиво. Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие, я воспользуюсь этим, если это будет необходимо. Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним. Я не говорил с ними об этом. У них есть законопроект, но решение будет за мной. Это мой выбор. Они сделали это таким образом, и это сэкономило бы много времени, если бы это произошло. Так что я с этим согласен. Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект. Wall Street Journal пишет, что люди из администрации президента США оказывают давление на сенаторов. Белый дом хочет смягчения законопроекта о так называемых драконовских санкциях против России, который продвигает сенатор Линдси Грэм. Очередной российский Су-35 упал. Только не сам, а при помощи украинской стороны. Воздушные силы ВСУ отчитались о ликвидации многоцелевого истребителя. Российские источники пишут, что он сам рухнул в Курской области, но в украинских пабликах намекают причастие на F-16. Су-35 — это 85 миллионов долларов, как 4000 «Жигулей», 20 школ или целый районный бюджет. И все в хлам на металлолом. Демилитаризация здесь и сейчас, и, кажется, движуха только начинается. Франция идет ва-банк. Дроны для Украины будут собирать прямо под носом у Путина. Французский министр обороны Себастьян Лекарню заявил, Париж запускает производство боевых дронов прямо в Украине. Мы запускаем совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная французская автомобильная компания объединит усилия с французским оборонным малым или средним предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для изготовления дронов. Совместный проект крупной автокомпании и оборонного предприятия, название пока держат в секрете, начнет поставки не только для ВСУ, но и для самой французской армии.
Украинцы в этом смысле сильнее нас. Они не только конструируют беспилотники, но и умеют разрабатывать эффективную тактику их применения. А теперь, внимание, это уже второй такой анонс. Ранее министр обороны Германии Писториус заявил о старте производства дальнобойного оружия в самой Украине. А первые образцы могут появиться уже через несколько недель. Европа не просто помогает, она переносит свой ВПК в зону боевых действий. Это не просто поддержка, это смелый стратегический разворот. Крах нефтяного гиганта, символ стабильности валютной кубышки РФ, Сургутнефтегаз, вдруг рухнул в минус. Почти 440 миллиардов рублей убытка всего за один квартал. А год назад почти 270 миллиардов прибыли. В чем фокус? Укрепился рубль и сожрал все валютные резервы. И да, санкции тоже сделали свое дело. США и ЕС ударили по компании в начале 2025 года. На фоне убытков массовое увольнение, уже минус 3000 сотрудников. Так что одна из самых богатых компаний России вылетает из элиты прямо в антикризисный список Кремля. Упс. Бомба Маска и молчание после взрыва. Самый богатый человек в мире снова в эпицентре скандала. На своей платформе X Илон бросил информационную бомбу, обвинив Дональда Трампа в связях с Джеффри Эпштейном, а через 1,5 дня удалил пост. Пришло время бросить настоящую бомбу. Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп! Трамп в ответ заявлял, что Маск сошел с ума, а публика до сих пор гадает, что это было: слив, провокация или просто попытка перехватить инфоповестку. Одно ясно: ответов нет, а вопросов с каждым днем все больше. Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн действительно были знакомы. В 90-х и 2000-х их неоднократно видели вместе на вечеринках, и Трамп называл Эпштейна замечательным парнем, который просто любит молодых девушек. Эпштейн был финансистом и сексуальным преступником, обвиненным в торговле несовершеннолетними. Его связи с элитой, политиками и миллиардерами и список гостей на острове Оргии до сих пор засекречены. Сам Эпштейн погиб в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Видимо, Маск не хочет повторить судьбу самого Эпштейна. Тот тоже слишком много знал, но не успел все рассказать. Астана идет налево и все меньше оглядывается на войну. Казахстан подписал военное соглашение с Великобританией и теперь начинает активное сближение с НАТО. Казахстанские военные уже в этом году поедут учиться в британские академии, изучать стандарты Альянса и участвовать в миротворческих миссиях. А ведь это не просто партнер по ЕАЭС и ОДКБ. Это ближайший союзник России в регионе, который теперь уверенно поворачивает в сторону Запада. И это не все. Казахстан собирается производить снаряды по стандартам НАТО, а Лондон влил 50 миллионов фунтов стерлингов в укрепление партнерства. Москва в шоке. Назарбаева снова потащили в Кремль, чтобы уточнить или надавить. А ведь еще месяц назад все было так красиво. Благодарю вас. Благодарю, Владимир Владимирович. Сегодня очень важный день. Такаев с Путиным вынужденно улыбаются на публике, но за кулисами трещины растут. Москва 2025. Похищен и арестован. Похитители на свободе, похищаемый в суде. 3 июня в самом центре столицы. Сцена как из криминального боевика. Команда Нехта уже рассказывала о том, что блогера Олега Щепихина, критиковавшего прокадыровских активистов, схватили неизвестные в черном, затащили в багажник Мерседес с мигалкой и увезли. Машину позднее нашла полиция, но без похищенного. СМИ указывают, авто связано с окружением Рамзана Кадырова и имеет правительственные номера. 6 июня суд арестовал Щепихина на 2 месяца за экстремизм. При этом на фото из суда у него синяк под глазом. А вот имена похитителей не раскрыты, арестов нет. Чеченские власти объясняют все как задержание во благо. Но главный вопрос звучит все громче: в чьих руках теперь право на насилие и кто следующий? Некоторых удивляет сам факт, что кадыровцев вынудили дать заднюю. В Чечню блогера так и не увезли. Помимо абсолютной дикости этой истории, в ней интересно то, что она указывает на снижение влияния тяжело больного Рамзана Кадырова. Ранее никто даже не пытался бы отобрать у него его добычу. Сейчас нашлись люди, которые велели ему отпустить блогера, и кадыровцы подчинились. Ура! Главред ура.ру за решеткой. Пропагандист Кремля оказался по ту сторону камеры. Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. В Екатеринбурге арестован Денис Аллаяров, главред Свердловской редакции ура.ру. Его обвиняют в даче взятки своему дяде. Якобы за 20 тысяч рублей тот сливал ему сводки МВД. Сам Аллаяров вину отрицает. Пишите, пожалуйста, что обвинения я не признаю. Значит, Пожалуйста, проходите. Оговорка, провокация.
Значит, я выполнял просто журналистскую свою работу. Редакция говорит о давлении на СМИ, о следствии, о преступной связи с родственником. Парадокс? Главного рупора Кремля на Урале в СИЗО, а редакцию трясут обысками. Видимо, в России уже небезопасно даже лояльным, если ты журналист, или просто не того родственника выбрал. Теперь не Урару, а Нанары-ру. Враг, но с визой. Россияне массово рванули в США. Пока на родине клеймят враждебный Запад, граждане РФ ставят все рекорды по поездкам в США. За первые 4 месяца этого года им выдали почти 27 тысяч виз. Это максимум с начала войны и на 10% больше, чем год назад. Туристические и бизнес-визы растут, а главные покорители Америки – россияне от 35 до 44 лет. Интерес к США растет, а образ врага тает. По данным Левада-центров, тех, кто считает Штаты врагом, стало вдвое меньше. Похоже, пока в телевизоре угроза, в жизни чемодан, аэропорт и добро пожаловать в Америку. Трамп заявляет о прорыве. Китай якобы согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США после его звонка Си Цзиньпину. Но Пекин молчит, ни подтверждения, ни намека. А ведь накануне игрушки Китай контролирует до 90% мирового рынка этих элементов, без которых не делают ракеты, смартфоны и электромобили. Если это блеф, последствия могут быть катастрофическими. Взлет цен, срыв контрактов, остановка производств в США и Европе. Пока Трамп хвастается победой, мир затаил дыхание. Кто первый мигнет в этой сырьевой войне? Ужас в центре Европы. В Бельгии зверски убили украинскую мать и ее маленькую дочь, а затем пытались скрыть следы поджогом. В доме для беженцев, где семья проживала 3 года, обнаружены тела 46-летней женщины и 6-летней девочки с ножевыми ранениями. Пожарные пытались спасти ребенка, но безуспешно. Муж убитый служит в ВСУ, а старший сын в это время был в школе. Следователи говорят о намеренном поджоге. Кто-то хотел стереть следы преступления. Расследование продолжается, но уже ясно одно. Это не случайность. Это варварство, которое потрясло не только украинцев, но и всю Бельгию. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.